Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы вместе с вами приготовим фаршированные яйца с 4 разными начинками. И я покажу вам, как можно украсить их красиво. И у вас будет шикарная закуска к любому праздничному столу. Фаршированные яйца – это всегда беспроигрышный вариант закуски, но сегодня мы ее еще сделаем эффектной. Так что пойдемте готовить их вместе. Сначала отвариваю яйца. Я буду готовить из 6 яиц. Теперь берем вареные яйца и срезаем небольшую часть с краю, чтобы яйца устойчиво стояли в блюде. Девочки, у меня к вам просьба. Напишите мне ваши способы, как вы варите яйца, чтобы они классно очищались и яйцо оставалось гладеньким. Мне кажется, если яйца свежие, никакой способ не работает. Нарезали все яйца пополам. У меня 12 половинок, и каждые 3 половинки я буду заполнять и украшать по-разному. Но прежде чем приступить к приготовлению начинок, я натру морковь тонкими полосочками, как для моркови по-корейски. А если у вас есть готовая морковь по-корейски, можете использовать ее. И ее нужно хорошенько присолить и перемешать, чтобы она смягчилась. А теперь берем морковь среднего размера и натираем на такой терке. Пластинки должны быть тоненькие-тоненькие, иначе у вас не получится. Ножом даже не пытайтесь нарезать. И также их нужно хорошенько присолить и перемешать. Так они пустят лишнюю влагу и смягчатся. Ну а теперь приступим к приготовлению начинок. Беру белок, который мы отрезали от яиц. Затем желток из 3 половинок. Теперь беру вяленые помидоры и нарезаю их на кусочки. И добавляю их к желткам. И добавляю немного сливочного сыра, чтобы начинка получилась более кремовой. И перебиваю блендером. Если нужно, присолите. Я делаю все на глаз. Самое главное, чтобы получилась кремообразная густая масса. А теперь переставляю в кондитерский мешок. Так будет намного удобнее заполнять яйца начинкой. И обычно я завязываю кондитерский мешочек на узелок и отправляю в холодильник. Все начинки вы можете приготовить и на день раньше. Для второй начинки нам понадобится немного рукколы. Также добавляю желтки из 3 половинок. Немного сливочного сыра. Присаливаю. И добавляю немного черного молотого перца. И перебиваю погружным блендером. И получается вот такая красивая начинка. Убираю в кондитерский мешочек. Как всегда, для удобства ингредиенты я оставлю в описании под видео. И еще я вам оставлю ссылочку на видео с другими вариантами. Они просто прелесть, так что заглядывайте. Для третьей начинки беру желтки из 3 половинок. И немного зеленых маслин. Творожный сыр. И немного тертого пармезана. Но вы можете использовать и другой сыр. Соль я не добавляю, так как маслины уже сами по себе соленые. И отправляю в кондитерский мешочек. И отправляю в холодильник. Для последней начинки беру желтки из 3 половинок. И немного копченого сыра, у меня это скаморца. И добавляю немного сливочного сыра. Соль я не добавляю. У копченого сыра и так уже вкус насыщенный. И вот такого красивого цвета у нас получилась начинка. А аромат какой от копченого сыра. Такую начинку вы можете приготовить даже для простых брускет. Ну вот и готово. Приготовили все 4 начинки. Очень вкусные, и смотрите, какие красивые пастельные цвета. Остается только зафаршировать яйца. Каждые 3 половинки я заполняю разной начинкой. Девочки, немного начинки у вас останется, поэтому вы можете еще испечь маленькие брускеты и красиво их оформить. И у вас будут разные закуски. Посмотрите, какая красота! Если у вас нет времени на украшения, можете их украсить просто зеленью и подать в таком виде.
Тоже будет очень вкусно и красиво. Ну а мы приступим к украшению. Берем маленькие круглые помидорки и отрезаем небольшую часть. Будем создавать грибочки. Затем опустошим их внутри. И так как мы будем грибочки выкладывать на яйца с начинкой из зеленых маслин, заполняем этой же начинкой помидорки. Теперь беру желтые овальные помидорки, это будут ножки грибов. Отрезаю маленькую часть и выкладываю красную шляпку сверху. Вместо желтых помидорок можете использовать крупные зеленые маслины. И выкладываем грибочки сверху. И теперь любой зеленью украшаем вокруг, имитируя травку. Я использовала листочки фенхеля, они очень похожи на листочки укропа. И теперь можно зубочисткой создать белые точечки из майонеза, так будет похоже на мухоморы. Теперь сполосните тоненькую морковь от соли и просушите бумажным полотенцем. Я нарезала ее на такие маленькие полосочки и сейчас буду создавать из них лепестки. Вот таким образом. Создаю форму лепестка и вставляю в начинку. И выкладываю их по кругу. И получается вот такая красота. Вы можете и так оставить, а я выложу второй ряд лепестков, чтобы цветочек смотрелся побогаче. Выкладываю я его на начинку из рукколы. И в серединку вставляю половину черной маслины. И вот такая красота у нас получилась. И чтобы смотрелось красивее, я постаралась немного смазать лепестки и маслину растительным маслом, силиконовой кисточкой. Споласкиваем и просушиваем морковь, которую мы нарезали кольцами. И теперь складываем ее вот таким образом. И выкладываем по кругу, немного вдавливая в начинку. Выкладываем в начинку с копченым сыром. Выкладывая вокруг по краю, получается красивый цветочек, как будто раскрываются лепестки. Смотрите, какая красота! И теперь серединку я украшу листочками петрушки. Смотрите, какая прелесть! И затем также для красивого блеска я лепестки смазала растительным маслом. Теперь берем крупный огурец и нарезаем его кольцами. И по кругу отрежем маленькие треугольнички. И получается вот такой цветочек. А в серединке острым ножом сделаем маленькое отверстие. И выкладываем сверху на начинку из вяленых помидор. Добавляем любую зелень. И в серединку выкладываю зернышко граната. И вот такая красота у нас получилась. И вот такую красоту мы с вами сегодня сотворили. Обалденная закуска. И как она смотрится эффектно. Я сама осталась в восторге от такого результата. Если вам понравились идеи, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. И мы обязательно встретимся в следующем видео. Ну и на этой оригинальной ноте я с вами прощаюсь. До скорой встречи!